Привет, друзья! С вами Эрик. Вы смотрите «Науку побеждать» — программу, посвященную режиму командный бой. Мы продолжаем разбираться в основах формата, а помогает мне в этом PowerSlide, игрок команды Na'Vi, завоевавший немало титулов на крупных турнирах. И сегодня поговорим о тяжелых танках. Не нужно быть профи, чтобы понимать, эти танки — основная ударная мощь команды. Именно они должны наносить основной урон противнику. Некоторые из опытных игроков, возможно, не согласятся со мной и вспомнят об СТ и даже ПТ-САУ, о них мы еще поговорим. Но не имея богатого опыта в игре 7 на 7, экспериментировать с сетапом все же не стоит. Итак, 3-4 хороших тяжа отлично впишутся в состав вашей команды. Но что значит хороший тяж? Сейчас в игре 15 тяжелых танков 8 уровня. Так какие ТТ лучше подходят для режима командный бой? Опытные игроки, в том числе и PowerSlide, сходятся во мнении, что это AMX 50-100, ИС-3 и Т-32. Давайте разберемся почему. Начнем с француза. AMX очень мобилен. По динамическим характеристикам он даже лучше некоторых СТ. Кроме того, этот танк всего за 12 секунд может влить в соперника 1800 урона, и в этом альтернативы ему нет. Из минусов — отсутствие брони как таковой и наименьшие среди одноклассников углы вертикальной наводки. Зато у танка отличный обзор. ИС-3 совсем другой. Обзор всего 350 метров. Советский тяж заметно медленнее француза, но все равно один из самых мобильных тяжелых танков 8 уровня. А еще у него есть такое орудие, как БЛ-9. Это до 488 хп за выстрел, больше только у американского Т-34. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о броне тройки. Толщина корпуса хоть и не впечатляет по цифрам, но пресловутый щучий нос делает свое дело. Броня башни у ИС-3 одна из лучших на уровне. А самая лучшая у Т-32. В целом американец очень сбалансирован. Тут и 400 метров обзора, и отличные углы вертикальной наводки, и прекрасное время сведения. Не хватает лишь динамики. 32-ка немного медленнее советского конкурента, и порой это играет свою роль. Ну а что же другие танки? Глядя на характеристики, сразу хочется взять КВ-5. Тут и самая большая прочность, и самый высокий урон в минуту, и броня одна из лучших. Мало того, по цифрам КВ-5 даже быстрее, чем ИС-3. Казалось бы, танк мечты, но это иллюзия. У него крайне низкая маневренность. Добавим сюда слабую бронепробиваемость, плохие обзор и дальность связи. В общем, этот аппарат полезен далеко не на всех картах. Другой танк, о котором стоит упомянуть, говоря о командных боях, Т-34. Он лучший по урону за выстрел и бронепробитию. Броня башни уступает только 32-му. А еще у танка хорошие углы вертикальной наводки. На этом его плюсы, к сожалению, заканчиваются. Из-за невысокой скорострельности урон в минуту невелик. Броня корпуса слабая. По динамике танк похож на Т-32, но все же уступает ему. Еще один советский тяж, КВ-4, во многом напоминает своего премиумного собрата. Отличная броня, хороший запас прочности и такой же ужасный обзор. Добавьте сюда плохую динамику, малый урон в минуту и сами поймете, танк пригоден для командных боев еще меньше, чем КВ-5. Отдельно хочется сказать о китайцах. Оба танка во многом похожи на советскую тройку. Запас прочности на уровне ИС-3. Обзор лучше, урон в минуту тоже. 110 и 112 обладают схожей с советским тяжем маневренностью. Максималка у них выше, но из-за удельной мощности танки уступают тройке в разгоне и, как следствие, в общей мобильности. Кроме того, ИС-3 позволяет эффективнее танковать башни, а в формате 7.42 это немаловажно. Что касается других тяжей 8 уровня, то не буду тратить время и обобщу. Каждая машина чем-то выделяется в лучшую сторону по сравнению с AMX 50-100, ИС-3 и Т-32, но они не так универсальны. Например, немцы. Хоть и обладают сверхточными орудиями, но уступают по соотношению мобильность-броня. Конечно, кто-то со мной не согласится, и кто-то скажет, что буквально вчера в ноль проиграл в бою против танков, которые мы забраковали. Безусловно, матерые игроки могут успешно выступать на любых машинах 8 уровня. Для кого-то из них это отличная возможность прокачать технику, а для кого-то заработать серебра на премах. Но другим скажу, пока что не стоит брать с них пример. Делайте все по науке. Науке побеждать. Набирайтесь опыта, играя на лучшей технике. Осваивайте новые тактики, играя на лучшей технике.
Да, когда станете выигрывать чаще, можно попробовать разбавлять состав команды любыми танками. Но для начала научитесь побеждать на тех, которые советуют вам опытные бойцы. Надеюсь, многие узнали что-то новое и полезное. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть и услышать. Я читаю все ваши отзывы и постараюсь учесть пожелания. В следующем выпуске поговорим о средних танках. А на сегодня у меня все. С вами были Эрик и Power Slide. Подписывайтесь на наш новый канал. Всем пока!